Иерусалим – один из древнейших и самых святых городов мира. Здесь каждый камень имеет свою историю. Это город трех религий. За право владеть Иерусалимом велись ожесточенные сражения, но он вновь и вновь восстанавливался, оставаясь символом веры и надежды. Извилистые улочки старого города обязательно приведут нас на улицу Виа Долороса. Здесь Иисуса приговорили к смерти. По пути можно зайти в часовню осуждения, где он принял свой крест и на него возложили терновый венец. Впереди арка, где Понтий Пилат произнес «Се человек». Идя по улице дальше, можно представить себе, как, изнемогая под тяжестью креста, Иисус упал в первый раз. Силы Спасителя кончились, а впереди, за поворотом, подъем на гору. Здесь крест возложили на Симона Киринеянина, который помог Иисусу нести его. Наверное, отсюда и вошло в обиход выражение «нести чужой крест». Образ Симона стал символом сострадания и соучастия в страдании другого. Далее путь Христа подходил к воротам, носившим название «Порог судных врат». Здесь заканчивался город и проходила укрепленная стена с высокой каменной башней. Ворота назывались судными, потому что возле них римский чиновник, сопровождающий осужденного, в последний раз зачитывал приговор. Однако, по существующему на то время закону, можно было остановить процессию. Для этого должен был раздаться хоть один мужской голос в защиту осужденного. Но Иерусалим такого голоса так и не услышал. После зачитывания приговора на шею Иисусу была повешена табличка с указанием его вины. И далее его сопровождали лишь палачи и легионеры-охранники. До Голгофы оставалось 70 метров. Сейчас порог судных врат – это одна из главных достопримечательностей и святынь Александровского подворья. Сохранившиеся фрагменты закрыли стеклянной витриной. Если внимательно рассмотреть порог, то можно увидеть углубления для петель и запоров. Рядом установлен отколовшийся после землетрясения камень от Голгофы. Он был выкуплен за очень значительную сумму. Над порогом висят 7 лампад. 2 из них – это царское и палестинского общества. Они являются неугасаемыми. Левее порога судных врат, в сохранившемся фрагменте стены, есть небольшой лаз. Через него запоздалые путники могли попасть в город после того, как ворота на ночь закрывались. Предположительно, именно этот вход послужил основой для известного выражения: проще верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. В нескольких шагах от порога судных врат, на уровне мостовой времен Иисуса,
археологи нашли арку, вернее один из пролетов большой арки, ведущий некогда на форум времени римского императора Андриана. Что еще можно посмотреть в Александровском подворье, я расскажу вам в следующих видео. Всего вам хорошего. До скорой встречи.